Всем привет! Хочешь играть на Тетрисе вот так? Лина тут. Что это вообще? Тыква? Да. Это тыква просто. Но Лина тут умирает без бая. Ребята, Лина умирает после байбека, если что. Да. вообще это был шанс для команды Radiant. Вот сейчас, то есть, пойти на Рошана, зафорсить баи, попытаться либо забрать Рошана, либо зафорсить... А, они просто все погибли. Или вот так? Dire's top tower has been denied. Тогда смотри этот гайд игры на Тетриса. Но для начала поставь лайк и подпишись на канал Virtus.pro, чтобы не пропускать наши ролики. У меня всего 698 игр на Тетрисе. На самом деле в 2 раза меньше игры, чем на SkyMag, но я думаю, всем будет более интересно, как я играю именно на этом герое, а не на SkyMag. Поэтому погнали. Зачастую Тетриса можно открывать в открытую на драфтах. Ну, в пабликах тем более. Ты саппорты должен пикать в первой стадии. Но в лобби, в компетке ты тоже можешь его открывать. Но также ты можешь закрывать таких сильных героев на пятерках, как зомби, милишники, пост 5 рейнджевые, у которых маленькая дальность атаки. Все равно сильный герой, который можно пикать в открытую. Как работают скиллы, я думаю, объяснять не надо, по большей части, но я расскажу, в какой последовательности в идеале нажимать их. То есть, ну, на линии ты просто спамишь первым скиллом, максишь зачастую его, но бывает иногда ситуация, когда ты в моменте можешь прокачать третий спелл и за счет этого сделать килл. Важно всегда помнить о том, что ты должен кидать спелл, вот ты прокачал уровень, ты кинул 3-го уровня бочку, и как она прицепилась, ты качаешь спелл. Ты тратишь на 15 меньше маны, но урон она наносит как за 4-й уровень, хотя ты кинул его 3-го. Это также работает с 3-м спеллом. То есть ты качаешь 3-й спелл в полете, ты тратишь на 25 меньше маны, но урон наносишь как за 2-й. То есть и покажу еще, как в идеале юзать спеллы во время того, как ты нападаешь на врага. То есть ты нажимаешь 2-й заранее, 1-й, 3-й, или начинаешь с 3-го, там уже как ситуация, и расставляешь как-то вот так минки. Можешь по очереди расставлять минки, если ты понимаешь, что ты все равно убьешь врага. Главное, чтобы они типа больше урона нанесли. Но вот треугольником ставить это зачастую самое полезное, когда ты нападаешь внезапно. Когда ты играешь на Тетрисе, у тебя всегда должна быть минка в кулдауне. То есть ты проходишь, у тебя фулл мана, даже если не фулл мана, ты проходишь в какой-то любой точке карты, ставишь минку, чтобы она пошла в кулдаун, и чтобы... Ну, все равно ты несешь импакт этой минкой, она покажет, типа, смог, там, где враги, зафармишь кемп этой минкой. На саппорт Тетрисе зачастую сейчас на 10-м талант ты берешь левый, просто чтобы чаще заставлять какие-то активные зоны минками, те же руны, около Рошана зоны. Но на коровом Тетрисе, хотя он вообще почти сейчас никогда не появляется, но на пустыре я в паблике люблю на нем поигрывать. Ты берешь просто ауры, за счет того, что ты очень быстро фармишь, ты покупаешь условно грифсы, пайп, кримсон, там еще что-нибудь на команду. Ты берешь талант, 20 резиста на 10-м, и ты, можно сказать, неубиваемый, ты просто бежишь вперед, у тебя спелл, который дает тебе полууязвимость. Еще фишка 2-го спелла есть у Тетриса. Ты можешь, допустим, сейчас я заспавлю Дарксира, он нажимает 3-й спелл, я нажимаю 2-й, и ты можешь задиспелить Сюрж. Первым скиллом Primal Beast это точно так же работает, ты можешь отменять ему первый скилл, да, и в целом ты можешь отменять такие активные спеллы. 3-й скилл Шторма, на ВР-ку Виндран, вот все такое. По талантам, опять же, на саппорте на 10-м левый, на коре правый, на 15-м в зависимости от игры, на 20-м очень редко, когда ты берешь правый талант, скорее всего, 99% ты возьмешь левый талант. И на 25-м, там уже тоже по ситуации, если такая ситуация игры, что минки вообще мало что дают, ты можешь прокачать правый, и вот когда вы выиграли файт, ты просто пушишь быстрее, это намного полезнее. Но зачастую, конечно, тут 50 на 50, как уже от игры. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита!
Наверное, самая идеальная позиция для Течис 4, но на пятерку он тоже очень сильный, потому что у тебя просто тавер ближе, у тебя линия всегда стоит ближе к таверу, тебе удобно на этом герое стоять на 5. 60/40 склоняюсь больше к четверке, но на самом деле еще никто просто до этого не дошел. Пост 3 Течис тоже очень сильный, на нем просто никто не умеет играть из троек, и в первую очередь ему просто им впадло учиться на нем играть. Начальный закуп на Течис почти всегда один, но если вот прям очень сильно нужны стики, ты берешь со стиками закуп что-то вроде вот такого. Вроде хватает. Вместо цирклетки можешь 2 ветки купить. По-моему, цирклетки на самом деле не хватает. Ну, как-то вот так вот выглядит, короче, закуп. Но зачастую это просто без стиков, без фейрика, 2 цирклетки, танго, гранаты, 2 ветки и центря. В мидгейме у тебя тоже закуп может варьироваться в зависимости от игры, в зависимости от того, что нужно твоей команде. Ну, там чаще всего ты покупаешь арканы, стики, можешь, если надо, на линии докупать брейсер, но зачастую у тебя просто остается 2 цирклетки с начального закупа. И потом ты можешь покупать форстав, глиммер кейп, или то и то, лотус, если надо для команды, если лотус очень силен в энеми врагов. Если ты можешь покачаться, ты чувствуешь что ты прям очень много импакта внесешь, если, допустим, купишь второй шмоткой Акторин, условно после форстафа или глиммера, то можешь покупать Акторин и очень хорошо садить на этом герое за счет таланта на 10-м, за счет того, что ты можешь просто заставлять минками всю карту. В лейте уже ты можешь покупать Виндвейкер, Хекс, Аганим тоже в некоторые игры заходит. В целом больше ничего. Иногда ты можешь покупать АНДиск, если тебе это надо, но это очень редко заходит на Течиса. И БКБ, но на БКБ тоже редко. По большей части это какие-то милишники, которые могут также помогать кнопками. Допустим, Брюмастер, под пиво ты можешь очень много дамажить. Кентавр тоже очень сильный герой, стан, плюс дэмэдж со второго спала. У тебя в моменте очень много бёрстов, ты на втором уровне прям уже героя можешь какого-то убить. Да и в целом с такими героями, которые минимально могут помочь нанести дэмэдж, Течис всегда пригодится. Это как и Бэтрайдер, который стоит любую линию просто потому, что он универсал. Иногда это может быть Висп, потому что он может перехиливать, если с ним какой-то сильный керри. Энча, я считаю, топ-1 вообще, наверное, контрпик Течиса за счет того, что... Ну, пост 5 Энча, потому что она отхиливает весь дэмэдж от Течиса, она перебивает его, и потом еще ты против крипа мало что можешь сделать, потому что у тебя ни один спелл крипу ничего не делает. Ну, Клокверк еще вот очень хороший герой, потому что он сбрасывает твою анимацию третьего спелла, и в целом всегда по игре тебе мешает. Плюс очень толстый. Вот на примере этого реплея сейчас посмотрим, как я стою линию на этом герое. Я стою против Пугны, один из тоже неприятных героев Течиса, потому что все, что ты должен делать на этой линии, это получать билсты от Пугны, чтобы твой пост 3 не получал их. Поэтому я купил стики, долго хила. Не так много у меня сетов, потому что все, что мне нужно на этой линии, это реально танчить билсты. Поэтому я заблочил маленький, но можно и телом. Но в паблике я очень часто, на самом деле, блочу просто заранее, чтобы даже не думать об этом. Все, что я сейчас буду делать, по большей части, получается, это кидать первый скилл в Пугну, нажимать танго по кулдауну. Я несу себе уже фласку. Он кинул у меня уже 3 бласта, или 4 даже. У него вся мана потратилась, а я сейчас отрегеню с флаской, потому что я заранее понимал, то, что он будет нажимать у меня бласты, я заранее донесу себе фласку. Сейчас я опять буду начинать хитаться с Пугной. Я вижу, что он донес фласку еще одну, и я понимаю, что он хочет продолжать также со мной хитаться. Поэтому я опять несу себе фласку. Это вообще никакой проблемы в этом нету. Ты жертвуешь своей игрой ради того, чтобы у тебя пост 3 алхимик имел как можно больше нетворс к 10-й минуте. Ну и после 10-й минуты. Вот. Маленький кемп я тут заблочил, но он его разблочил, поэтому и я не мог дойти на него, потому что у меня было мало хп. Поэтому я дал ему забулить. Но это не так критично. Лучше отдать кемп, чтобы он заспавнился, чем умереть за этот кемп. То есть тоже об этом всегда думайте. Вот и опять full хп. У моего алхимика почти 3-й уровень. Я еще далеко до 2-го, но я просто жертвую своей игрой ради кора. Продолжаю хитаться с Пугной, получается сейчас.
Я должен заранее уже думать о лотусе, говорить своему кору, чтобы он, допустим, сейчас кинул тучку, мы пушим линию, и мы 100% берем этот лотус. Потом начинаю, наверное, с какого-то момента уже сложно докопаться до алхимика. Я просто даю ему танго, надо разблочить небольшой, в идеале я это делаю. Заблочить маленький уже не хватает времени, потому что я иду на лотус, это приоритет на самом деле. Лотус забрал у меня алхимик, все хорошо. Я выпулил крипов, у алхимика мало хп, но на самом деле вот, сильный боеигрок просто сейчас начал уже нести фласку. Потому что линия встанет у него здесь, пока фласка дойдет, он убьет этих крипов под тауэром, отхилится до фула, и до него сложно будет докопаться. А я в этот момент просто иду под руну, покупаю опс уже в магазине, стакаю этот кемп, беру руну. А Зевс берет в топе. Так, с алхимиком на линии еще раз я стакаю по КД, у него тучка, у него пассивка, больше стаков, больше он получит с этих стаков, и я опыт получу с этих стаков. Максимально жертвую своей игрой ради него. Но, к сожалению, проиграю эту игру, там плохой пик у нас в целом. Если линия хорошо идет, а с Тэтчесом обычно линии выигрываются, потому что у него очень сильные спылы. Ты за счет киллов просто имеешь нетворс, покупаешь ранний какой-то сапог, бегаешь под мидера с пятеркой, много дэмэджа очень носишь. Если у тебя очень ранний шестой, ты просто стакаешь сам себе кемп даже один раз и за 2 минки забираешь его спокойно. Покупаешь арканы, ставишь минки на рунах. Если нечего на карте, ты опять же стакаешь кемп, фармишь. Если есть что делать, ревилишь или смочишься. Если темп игры позволяет, ты можешь быть очень богатым на этом герое. Но иногда это даже не нужно, потому что у тебя коры просто выиграют за тебя. На линии быковать на Тэтчесе можно с 1 уровня. И если ты апаешь раньше 2, чем враги, ты уже можешь убивать, если у врага нету эскейпа. Каждый уровень — это power spike для Тэтчеса. Поэтому ты всегда дамажишь его, первым спамишь. Этого достаточно для того, чтобы какой-то минимальный прешер оказывать этому герою на линии. Если пост-3 себя свободно чувствует, ты сделал для него уже начало игры. Под мид на Тэтчесе самый, наверное, идеальный тайминг, ну не наверное, точно, когда ты можешь спокойно оставить свою тройку, и когда ты все сделал в начале для того, чтобы оставить его. Под руны играть. Если ты можешь убивать с мидером, ты убиваешь врагов. Если ты можешь убивать в сейфлейне, ты убиваешь в сейфлейне. Но для этого нужен какой-то зацеп от пост 5 или от пост 1. И в идеале, если линия встала вот как вот здесь, вот прям под тауэром. Если же ты вообще ничего не можешь сделать на карте, и ты это видишь, потому что у врагов очень много эскейпа, у твоих героев мало кнопок для того, чтобы цеплять. Опять же, ты просто стакаешь. Всегда думайте о стаках. Поставить пространство варды на Тэтчесе, как и на любом герое, пост 4, ты можешь, начиная с 4 минуты, ты ставишь один опс в вражеский лес, можешь докупить опс за своего мидера, поставить около мида. То есть, как по ситуации вообще. Ты можешь поставить вард во вражеский лес, чтобы смотреть за тем, как двигается там керри, чтобы его в какой-то момент подловить с мидером в смоке. Все по ситуации. Лучшие расстановки мин для Тэтчеса — это конкретно в этой мете, да и думаю, это всегда будет, это на рунах. В идеале сломать вард, ну или чекнуть наличие варда у врагов, чтобы они не знали, как минимум, что ты там расстреляешь минки, чтобы их нельзя было спокойно сломать. Ты ставишь минок 5-6, если позволяет больше, ты ставишь дальше минки. Потом ты можешь в какой-то момент перейти на другую руну, там тоже сломать вард и там же расстрелять. Но такое редко бывает, потому что все-таки на высоких ММР-пабликах люди чекают все-таки активки, и мне все равно на это. Потом еще хорошие расстановки мин при заходе во вражеский лес, где-то вот здесь вот ты расстреляешь минки, ставишь вард и ставишь минки. Врагам сложно зайти. За Radiant также. Ну и когда ты занимаешь просто какие-то зоны, это уже ближе к мид-гейму, лейт-гейму. Условно, самое простое на Рошане. Здесь миллион минок расставляешь. Чем дольше враг бежит, тем больше ты минок расставляешь, тем
сложнее им будет зайти в эту зону. Терзателя можно зафармить, расставляя заранее минки. Можно даже это первым уровнем сделать и попросить какого-то союзника, если что, прийти, получить меньше дэмэджа и добить, если не хватит дэмэджа. Ты ставишь одну минку в центре, причем это нужно сделать, сначала выделить спелл минки и поставить в центре прямо в терзателя, потому что там багается, она может поставиться криво. Если ты ставишь в центре, ты просто ставишь потом по бокам везде, как будто звездочкой, и ты убиваешь его за 6 минок. Если команда проигрывает, ее пушат, твоя команда должна понимать, что нужно сплитить. Даже на Течисе это очень легко делается, ты убиваешь одну пачку крипов, начиная со второго уровня минки. Ты можешь выходить из своей зоны карты глубоко как куда-то, даже в смоке, если их полно, и скипать пачки. Но если нет такой возможности, то ты просто ставишь миллион минок на базе. В идеале, чтобы у врага не было ни суммонеров, ни иллюзионистов, потому что они просто сломают эти минки. Очень всегда удобно, если у тебя в команде есть Тини, Бэтрайдер, Магнус, которые могут спокойно завести на эти минки и легче будет дефать. Ну, как и герои, с которым легче стоять на линии, это просто какой-то стан, рут, хекс, что-то по типу Леона, если саппорт, Кентавр, Марс, банально, но это работает. Но есть одна фишка, которую я не рассказал еще до этого на Течиса. Это баг, который я никогда не использовал в компетке, потому что я боюсь, что за это как-то могут наказать. Когда у тебя появился Аганим, ты можешь активно спамить табличку, когда рядом с тобой враг, и Аганим будет на секунду появляться, вот это вот поле от Аганима, каждую секунду, если ты будешь спамить активно эту табличку. Но самые большие плюсы Течиса — это то, что он универсал, он всегда, ну или почти всегда выигрывает линию за счет того, что он перебивает пятерку. Он за счет дальности атаки, за счет того, что он раньше может много стакать, плюс сам забирать эти стаки и ставить минки по карте. И когда враги будут нажимать смоки, ты всегда будешь понимать, где конкретно они прямо сейчас находятся. Плюс ты дефаешь зоны с этими минками. То есть миллион плюсов. Бинды на Течиса как будто нет смысла вообще в них. Ты просто, ну, квиккастами, если умеешь пользоваться, ты одновременно ставишь 3 минки. Ну, даже без квиккастов это можно делать. В целом, никаких биндов на Течиса нету. Если для вас этот ролик был полезен, то ставьте лайк и пишите в комментариях, нравится ли вам Течис и любите ли вы играть против него. Удачи в играх, особенно против минера.